Всем привет! Меня зовут Вячеслав Юркин. Я приветствую вас на своем канале «Хобби Столярка». Я продолжаю работу над своим шкафчиком с жалюзийным типом открывания. Если шкафчику еще предстоит один, а может быть и два слоя лака нанести, то дверка у меня уже готова. Сами ламельки, из чего состоит жалюзи, покрашены, полачены. К сожалению, в кадр не попало, как я заправлял туда леску, но в одном из видео у меня уже была черновая сборка, когда я лесочку туда продевал. Я встал перед одной проблемкой. Вот здесь мне предстоит завязать узелок. Леска толщиной 2 мм, и я боюсь, что напряжение от этого узелка может разрушить древесину. Это сосна. Вот, поэтому боюсь, как бы замятий каких-то не произошло, и тогда реечки между собой будут расходиться. Поэтому я взял клепочки, располовинил их на две запчасти, и вот шайбочки я сюда вставил. Думаю, что разлохматиться вот эта металлическая штучка сосне не даст. Извините, камеру держу в руках, поэтому немножко дрожит. Вот так сейчас выглядит моя дверка. Вот так выглядит один из краев моей дверки. Но я об этом уже рассказывал в одном из прошлых видео. Если кого-то интересует, вы можете посмотреть. А сегодня мне предстоит на чистовую собрать дверку из жалюзийных ламелек и как-то окультурить узелочки, которые, в принципе, и так будут не видны. Ну, по причине, вызванной самой конструкцией шкафа. Эти узелочки не будут видны вообще никогда, кроме как в случаях техобслуживания. А сам шкафчик ожидает еще одного или двух слоев лака. Ну, скорее всего, внутри я уже не буду наносить, здесь два слоя, а вот снаружи наверняка стоит добавить. Внимание, раритет. Советская
радиоэлектроника продолжает работать, работать и работать. Знак качества, между прочим. Вот такое интересное дело у меня и получилось. Эта сторона невидимая. Никогда невидимая. Ну, узелочки, конечно, диковатые. Ну, надеюсь, их никто не увидит. По-моему, вполне себе хорошо получилось. В эту сторону, как планировалось, гнется очень хорошо. Можно практически в рулон закатать. В обратную сторону гнется, хотя и с трудом. Это просто лесочка немножко растягивается. Но, в принципе, так и планировалось. Гнуться должно именно в эту сторону хорошо. А здесь понадобится только один раз, когда мы будем заправлять в шкафчик. Узелочки, конечно, получились страшненькие, но надежные. Я не рыбак, к сожалению. Наверное, надо было в интернете посмотреть, как леску узелками. Эх, не догадался. Надо было посмотреть в интернете, как лесочку рыбаки узелками завязывают. Ну а сейчас мне осталось полачить третьим слоем снаружи сам шкафчик. А в следующий раз прийти и посмотреть, может быть, еще и четвертым слоем. Всем пока!